Хотите классно продавать, надо научиться задавать вопросы. Называется это технология спин. Если это сетевик, вопросы могут быть следующие. Люди перестали морозиться, говорить «я подумаю», «посоветуюсь». Вы надолго засядете у него в голове, и это поможет вам провести поэтапную сделку. Всем привет! Сегодня тема видео «Переговоры в MLM», вернее, как с помощью цепочки правильных вопросов минимизировать количество отказов, которые вы получаете, чтобы люди перестали морозиться, говорить «я подумаю», «посоветуюсь», а вы сидели и ждали в надежде, что вот-вот надумает и подпишется. Согласитесь, так себе ощущение быть в ожидании. Если кто-то из вас грузит человека на встречах сектантскими вопросами, типа «а какие у вас мечты?», а какие у вас цели? Подумайте, кто будет делиться об этом с незнакомым человеком? К чему подталкивают эти вопросы? На мой взгляд, только к одному. Да пошел ты! Если вы занимаетесь бизнесом, а бизнес это продажи, то научиться нужно в первую очередь продавать. То есть квалифицированно выяснить потребности человека через цепочку вопросов, сфокусировать этими вопросами его на проблеме и сделать предложение. И не нужно думать, что сетевой это нечто особенное. Есть, конечно, отличия от линейного бизнеса, но это точно не в техниках продаж. Цель правильно задаваемых вопросов – создать такую воронку, которая от общих вопросов приведет клиента к готовности слушать презентацию. Кстати, в сетевом многие лидеры учат на встречах рассказывать личную историю, позиционируя ее как фишку сетевого. Во-первых, этот элемент в продажах называется продающая история. И любой профессиональный продажник это точно знает. А главное, что нужно понять, продающая история или личная история – это уже презентация, то есть когда уже выявлены потребности. А если вы лепите личную историю сходу, то попросту сливаете этот сильный инструмент. И играете в лотерею «зайдет, не зайдет». Поэтому и гадаете, чем бы мне его зацепить? Может, через детей? Рассказать, как время раньше на семью не хватало, или про машину, или про признание. В общем, хрен его знает. Хотите классно продавать, надо научиться задавать вопросы. Вопросы заставляют клиента говорить, контролируют его внимание, раскрывают его потребности и убеждают сильнее, чем любые объяснения. Давайте ближе к воронке вопросов. Условно, воронку можно поделить на 4 блока. Называется это технология спин. Может, кто-то слышал или знает. Технология америкосовская, поэтому в оригинале немного туговато для славянских мозгов, так что даю свою интерпретацию. Итак, первый блок воронки вопросов, самая широкая ее часть, это общие вопросы по ситуации. Что это означает? Вопросы, которые выявляют ситуацию, в которой находится человек. Например, если это сетевик, вопросы могут быть следующие. Как давно вы в бизнесе? А сколько партнеров подключилось за последний месяц? Вы работаете холодными звонками и сообщениями или входящие заявки? Только не нужно воспринимать, что это вопросы для галочки. Если вы будете задавать много общих вопросов, человеку все это надоест. Ошибка многих продавцов – застрять на этих вопросах и задавать их просто, чтобы задать. Вся цепочка вопросов у вас идет обдуманно, с учетом ваших целей. Смотрите. Основная проблема, с которой сталкивается сетевик, это рекрутинг. И здесь важно понимать, как долго человек в бизнесе, так как проблемы новичка и того, кто уже полгода или более в сетевом, разные. А мне нужно понимать, в какое русло мне направить разговор. Поэтому и первый вопрос, как долго вы в бизнесе. Также важно узнать, сколько у него подключений за последний месяц. И я тут уже могу смекнуть, если человек затрудняется сказать, соответственно, он не ведет аналитику своего бизнеса, то есть сейчас он как минимум совсем далекий. А если называет, то там уже по количеству тоже будет понятно, на каком он уровне. И дальше. Важно понимать, какая школа рекрутинга есть у него в структуре и есть ли она вообще. Поэтому и вопрос. Как работает? По холодным контактам или есть входящий поток? То есть, еще раз повторюсь, я выясняю ситуацию, в которой находится клиент, поэтому и вопросы называются ситуационные. А собрали минимально необходимую информацию, идем дальше. Вторая группа вопросов – это проблемные вопросы. Проблемные вопросы выявляют трудности, недовольство, скрытые потребности. Например,
Как вы думаете, что является основной проблемой, по которой не получается сдвинуться с места? А как вы считаете, какие факторы влияют на углубление этой проблемы? Этими вопросами вы подталкиваете человека, чтобы он сам рассказывал действительную для него проблему и сам выдал, что, по его мнению, на это влияет. И вам не нужно будет лепить, как вы это видите со своей стороны. Это даст возможность разговаривать на одном языке, только надо уметь еще и слушать. Когда человек отвечает развернуто на такие вопросы, он начинает фокусироваться на проблеме. Он, может, и понимал, что проблема есть, но он на ней не фокусировался, а каждый из нас замечает то, когда он на чем-то сфокусирован. Следующая ступенька воронки вопросов – это вопросы, которые усиливают важность проблемы, увеличивают размер проблемы в глазах покупателя, углубляют и как бы извлекают ее. Эта группа вопросов так и называется – извлекающие. Например, а что вы уже предпринимали для того, чтобы решить этот вопрос? Какие методы использовали? А как это повлияло на результат? И человек еще больше начинает погружаться в проблему, он начинает вникать, что он теряет. То есть через извлекающие вопросы человек сам как бы выпячивает свою проблему. И четвертая группа вопросов – это направляющие вопросы. Направляющие вопросы снижают количество возражений и повышают степень приемлемости предлагаемого вами решения. Направляют клиента на желательность и ценность. Например, важно ли для вас решить эту проблему? А как вы считаете, что могло бы максимально быстро решить эту проблему? Почему вы находите это решение таким полезным? Чувствуете? Когда человек сам себе расскажет, как важно ему решить эту проблему, чтобы ему в этом помогло и насколько важно это для него, он уже не будет говорить «я подумаю». Это его вывод, это его решение, никто не навязывал. Поэтапные вопросы по этой схеме учат формировать ценность, чтобы не иметь возражений. И только после этого есть смысл переходить к презентации. Например, я вас правильно понял, что главная проблема такая-то. И то, что вы сейчас используете, не дает желаемого результата. А вы хотите, и вот теперь поехала презентация. Конечно, вы можете сейчас работать как раньше, 3-5 лет назад, объясняя клиенту преимущества вашего продукта, что у вас продукт самый продуктистый продукт в мире. А еще раньше, чтобы продать, можно было и о преимуществах не говорить. Достаточно было только вашей энергии и продажи на эмоции. Но сейчас конкуренция настолько велика, что больших продаж уже так не сделать. Еще один момент. Если даже встреча и не закончилась сразу закрытием сделки, то когда вы работаете через вопросы, человек уходит и все равно продолжает прокручивать эти вопросы. Вы надолго засядете у него в голове, и это поможет вам провести поэтапную сделку. Ну а на сегодня у меня все. Всем больших продаж и роста в квалификациях. Кому был полезен, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, и каждую неделю вас здесь будут ждать новые полезности о продвижении в MLM. Пока!